Всем привет! Сегодня мы сравним 3 супер быстрых рецепта на сковороде пиццы. Господи, да что ж такое-то? Да, мы сравним сегодня 3 супер быстрых рецепта пиццы на сковороде. И выберем из них победителя. Выбирать будет Матюша. Пиццу он не ест, но победителя выбирать умеет. А вы пока напишите комментарий под этим видео, что нам еще приготовить, и что Матюша все еще очень милый кот. А еще лайк поставьте и подпишитесь, если еще не подписаны. И колокольчик нажмите. И первая пицца у нас будет просто на лаваше. Начнем с томатного соуса. Он будет очень простой, как и сама пицца. В чашку добавляем ложку томатной пасты, ложку воды, сушеный базилик и по щепоти перец, соль и сахар. Ну и смешиваем. Теперь нарезаем начинку. У нас это будут помидоры и колбаса. Кстати, каждый ингредиент проходит тщательный отбор. И натираем сыр. Основой для этой пиццы будет лаваш. Ну вообще 2 лаваша. Оба кругляша нужно обрезать по размеру сковороды любым удобным способом. Жарить будем на яромире. На сковороду кладем лаваш и высыпаем часть сыра. Сверху накрываем вторым лавашом. Намазываем его тонким слоем соуса. И выкладываем начинку. Колбаску и помидоры. Сверху посыпаем большим количеством сыра. Закрываем крышкой и жарим 5-10 минут на среднем огне. Ну и вот что у нас получилось. Осталось украсить зеленью. Пробуем сразу, чтобы было честно. Это реально вкусно, очень похоже на пиццу настоящую. Переходим к следующей. Для следующей пиццы очень быстро замешаем тесто. Для теста берем 60 грамм муки, 35 грамм воды и по четверти чайной ложки соли, сахара и разрыхлителя. Сначала мешаем лопаткой, а потом, когда уже все соединилось, мнем руками. Если тесто получилось жидковато, то просто добавляем еще муки. Для начинки мы взяли копченую грудинку. Нарезаем ее ломтиками и затем на кубики. Хотя кто нам запретит половину нарезать соломкой. Открываем банку и достаем самый достойный огурчик. И нарезаем его на кусочки. Теперь режем грибы и красный лук. Их нужно заранее обжарить на сковороде. Добавляем немного масла и на среднем огне жарим лук до золотинки. Потом добавляем к нему грибы и еще немного обжариваем. Вот так выглядит Матвей, когда собирается раскатывать тесто. Немножечко потрепыш. Припыляем стол мукой и раскатываем тесто до размера сковороды. Даже чуть-чуть больше. Оно все равно немного скукожится. Выкладываем на сковородку, включаем минимальный огонь и оставляем на 1 минуту. А Матюша утомился. Поспи, конечно, поспи. Я сам все сделал. Буб. Дублирующий буб. Как минута прошла, переворачиваем лепешку и начинаем собирать. Соус мы взяли из предыдущего рецепта. Намазываем всю лепешку. Выкладываем обжаренные грибы и лук. Если не любите лук, то просто не кладите его. И не жарьте. И не режьте. Дальше мясо. Полоски и кубики прекрасно сочетаются. И соленые огурчики. Сверху засыпаем все сыром. Жарим под крышкой 3-4 минуты, пока сыр полностью не расплавится. А чтобы сделать эту пиццу еще аппетитнее, да и просто поразвлечься, мы возьмем горелку. И слегка поджарим сыр сверху. И вот что у нас получилось. И снова пробуем сразу. Сначала вы. Это вкуснее, чем первая, но выглядит немного хуже. Ну и делаем третью пиццу, безумную лавашную. Для этой пиццы нам нужен всего 1 лаваш. Скручиваем его в трубочку и режем на тонкие полоски. В миску разбиваем 3 яйца, выливаем 100 мл молока, добавляем соль, перец, молотую паприку и смешиваем венчиком. На сковороду выкладываем порезанный лаваш и все это заливаем яйцами. В это время уже должен быть включен минимальный огонь. И выкладываем любую начинку, какая нравится. У нас это помидоры, колбаса, болгарский перец и, конечно, сыр. Жарим на минимальном огне под крышкой 20 минут. Украшаем зеленью. И нарезаем на кусочки. Матюша, конечно, первый. Жирненькая. Хуета. Короче, вот эту пиццу я делать не советую. Мы взяли этот рецепт из интернета и раньше его не готовили. Просто ради интереса. Зато описание к этому видео было очень типичное. Типа, все просили рецепт, свекровь просила 3 раза приготовить и так далее. Вот это вот все.
Эта пицца проигрывает. Господин Лось, отпусти ее. И у нас остается пицца на лаваше и пицца на лавашном тесте. Попробуешь? Давай. И давай второй. Ладно, Матюше плевать. В общем, на мой вкус, вот эта вторая на самодельном лаваше гораздо, ну не гораздо вкуснее, но вкуснее. Первое место. Второе место. И дисквалификация. И победный лось достается второму рецепту. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь. В следующем видео делаем рецепт из фильма. Спасибо, что досмотрели до конца.